Привет, вы на канале «Практический арбитраж». Пока рынок жалуется на новые алгоритмы Facebook и минусовые запуски, мы заходим, друзья, в Конго и забираем трафик с плюсом. В этом практическом видео покажем, как именно мы запускались, какие ошибки сейчас убивают рекламу и как масштабировать компании с уверенным ROI. Вновь с Никитой. Как и обещали, следующий ролик сегодня среда пишем, и я думаю, четверг-пятница мы его дропаем, покажем все вам на практике, пошагово, и про все нюансы, также теоретически и практически расскажем и поделимся с вами. Поэтому поставьте лайк и вовлекайтесь в контент. Так, Никит, привет. Вновь мы, да, с тобой в эфире. Привет. Да. Что мы сегодня делаем? Давай расскажи. Я немного так поделился в начале, да, то есть давай с твоей стороны тоже. Некое вступление. Сегодня мы запустим и выведем на объем Гео-Африка, покажем, как масштабироваться, покажем, как масштабируемся именно мы, да, что очень интересно. Прям наглядно поделимся своими фишечками в нынешних реалиях, когда Facebook немножко может сходить с ума, да, и, скажем так, быть не в настроении. Есть. Запустим 4 компании, забегая наперед. Посмотрим, уже привычная нам всем, да, CBO-шка в целом, я думаю, многие понимают, как ее запускать. И также запустим гибкий формат, да, он же flexible. Нравится мне это слово просто. Вот, и наглядно посмотрим, в чем разница. И все вместе с вами замасштабируемся. Прям, я думаю, в рамках этого ролика, да, мы сможем это сделать. Да. Даже не разбивая на части. Да. То есть мы здесь особо не будем акцентировать внимание по запуску, покажем просто сейчас структуру компании, которая будет, Никита потом ее дозальет. Также это минус 8 кабинеты, да, у нас взяты. Опять же, по кабинетам, что скажем, посоветуем, да, друзья, берите плюсовые кабинеты. Из предыдущего ролика, кто не смотрел, посмотрите. У нас плюсовой, к сожалению, зафризился, но он показал себя более эффективно. С командой, которую мы там ведем сейчас, да, там на менторстве, да, они как раз-таки взяли ряд плюсовых кабов, и они изначально, даже вот вчера, Никита, если там посмотришь, тоже лучше зацепились, сразу там пошли в ФТД, нежели там минус 8 разгонялись. Поэтому я бы рекомендовал точно сплитить между собой кабинеты, да, по таймзонам имеется в виду, смотреть, какой из них будет лучше всего себя показывать. И вот немножечко опять, да, дополним, вчера смотрел один из подкастов, там, TSL, да, кому-то они приходили, и суть какая, то, что вот все про Андромеду говорят, что это все ерунда, бред и так далее. Я посмотрел, на самом деле, очень много вчера тоже информации там про смену алгоритмики в Инстаграме и так далее, и так далее. Ну, в общем, на самом деле есть определенные нюансы и триггеры, да, главное просто понимать, как алгоритмика работает и к ней адаптироваться. Отчасти в действительности, да, данный алгоритм очень сильно почистил не то чтобы аукцион, да, наверное, в целом команда. Очень многие по Фейсбуку повставали, мы в том числе там потеряли немного объема, так как адаптировались. Но сейчас вот приходит понимание, и мы видим, как по партнерке, да, допустим, разгоняется объем, как по байингу разгоняется объем. И самое, что интересно, это с плюсовой все маржой. В целом, вот так вот, чтобы понять, да, основные, скажем, эффекты Андромеды по аукциону, смотрите, какая история, чтобы просто немножко мы гипотезы, потому что очень много контента, скажем так, англоязычного, мы со своей, что наработали, теории, да, и практики поделимся. То есть, вообще, система сейчас сама отбирает рекламу потому, насколько конкретно, скажем, креатив релевантен для корректного, да, пользователя в момент показа. Это то, о чем, в принципе, ты, Никита, всегда говоришь, да, следовательно, выигрывают, скажем так, аккаунты с большей разнообразной семантической и различимой библиотекой креативов. То есть, чем больше крео, чем они разносторонние, чем у них там различные хуки идут, да, и на выходе эта история, скажем так, дает свои плоды. То есть, похожие вариации микроизменений текста картинки могут попасть, на самом деле, в один аукцион, да, и получать одно место в ранжировании. Значит, по факту, еще раз, вот следственно, да, из-за того, что я говорю, нужно максимально делать качественно разные варианты. То, собственно, что вот Никита сейчас внедрил там на менторстве для всех клиентов, и такой пошел у них прогресс сразу, да, мы там даже не ресурсами дизайнеров, а именно нейронкой делаем различные крео. Вчера у нас там ребята тоже с менторства Турцию запустили, там под нашим, да, присмотром, сами также нагенерили не только креативы, но и оформление приложений. Дальше. Мета добавила, на самом деле, еще value rates. Это что такое? Это у нас сейчас идет еще оценка, да, вот параметр payout. Почему мы всегда говорим ценность результата ставить. Оно всегда и было, но сейчас это влияет на, скажем так, на качество трафика и его окупаемость. То есть Facebook смотрит, окупается ли нам эта аудитория, сам ее ранжирует, меняют, но здесь как раз-таки вот важно понимать и осознавать. Многие, опять же, там запускаются, хотят сразу, чтобы у них с первых там дней были плюсовые результаты. На самом деле, если у вас связка
ну, давайте, компания, да, в первые там дни ведется в ноль, то есть равно 1 CPA, да, то есть депозит получился, либо даже в минус 1,5-2 CPA вы в минус уходите, да, то это нормально. Главное, что есть результаты. Если есть результаты, значит есть сигнал. Я вот сейчас расписывал, да, опять же, там в команде с Mentor's, там ребята по Польше плотно работают. То, что в действительности после первых дней компанию дергать не нужно. Не нужно там сразу что-то резко повышать, дайте ей результаты, дайте ей набить показатель. Да? То есть главная стратегия, вообще концепт, это нужно алгоритм насыщать большим разнородным кормом. То есть, ну, если так на простой язык, да, то есть 12 там креативов, 15. Вчера вот ребята по Турции тоже пачку нагенерили, а потом уже выбирать отлично, отсеивать, не то что отлично, выбирать, отсеивать победителей, да, фаворитов по креативу. Ну и на самом деле здесь еще от всякого микротаргетинга отходите, если кто-то до сих пор это использует, то здесь широкая аудитория, Advantage Plus только так. Вчера, потому что, опять же, такие ошибки, да, у нас набираются за первую половину недели, ряд ребят еще короче, сегментированную, да, аудиторию уходит, то есть ручками там выбирают из таргет. С Advantage аудитории уходить не нужно, а уж тем более из плейсментов. Здесь алгоритм сам найдет вам сегменты, но мы с вами фактически вот аналитикой, да, ведением управляем всеми этими входными сигналами. То есть как раз таки этим приторным ведением мы должны корректировать, выключать туда, где бюджет некорректно растрачивается и так далее, и так далее. Ну и фактически здесь креативы у вас должны делиться там на различные, да, хуки. Никита сейчас с своей стороны сам еще дополнит. Различные там мотиваторы. Вы должны, естественно, изучить гео, боли и на этом акцентировать внимание. Чем больше, на самом деле, качественных у вас на старте, да, крео, тем лучше будет больше качественных событий. Поэтому на этом стоит как бы там руководствоваться и максимально корректно использовать. Еще немножко такой, да, по сетапу скажу. Очень важно, чтобы у вас был трекинг корректно настроен, да, то есть настроен пиксель, понятно, по Conversion API. Нужно проверить, чтобы у вас обязательно передавалась стоимость payout, да, подтягивались стоимости метрик, это очень важно. Ну и креативная библиотека, чтобы была, да, то есть фактически у вас было энное количество там различных крео, как мы уже сказали. За этим на самом деле очень важно, да, следить, то есть крео это у вас, понятно, первая точка касания, но без него, без корректного запуска, без правильной методологии ведения и масштабирования по факту ничего не будет реализовано. И вот то, что Никита про Flex, да, затронул, сокращенно тоже, так скажем. Вообще в целом это такой некий, да, iRouter, скажем, да, то есть фактически такой смарт-редиректор для трафика для нашего. То есть он принимает входящий трафик, анализирует параметры, чтобы многие понимали, да, это гибкий формат. Сейчас посмотрите, как его настраивать. Принимает входящий трафик, анализирует параметры пользователя, в целом распределяет его даже между офферами, если вы сплитуете. Вот вчера тоже с ребятами с одними говорили, просто опять же на примерах, да, он льет там вебчик 6 офферов сразу на Канаде. И фактически у него в рамках суток по пейауту, по конверту сам распределяет Flex, если он активен, да, распределяет направление трафика и подбирает ту аудиторию, которая будет конвертить именно в определенный поток. Поэтому здесь, на самом деле, ну, проще сказать, да, Flex это у вас такой мозг между Facebook и офферами. Он, чтобы вы понимали, да, не источник трафика, никакой там не замену трекеру, не волшебная кнопка, но в совокупности он вам повышает EPC, снижает разброс качества и стабилизирует ROI на нестабильных гео. Кстати, Африка это как раз таки вот такой кейс, на котором Flex, ну, обязательно нужно включать. Как вообще в целом, да, работает технически, и мы приступаем. То есть он видит гео, язык устройства, операционную систему браузера, время, поведенческие паттерны, да, фактически вот здесь и происходит корректное таргетирование, но важно понимать, что, еще раз повторюсь, это не какой-то там ползунок вы включили, и у вас сразу там все корректно пошло, а именно дополнительный инструмент. То есть он не просто у вас такой некий тесты, да, проводит там АБ, как некого сплитов, а прогнозирует вероятность конверсии и вероятный payout, то есть как раз таки вот то, что является ценностью, да, все говорю, результатов конверсии, сейчас результатов стал столбик называться. То есть это такая некая предиректная модель, а фактически не тупой ротатор. И здесь очень важно, друзья, Flex у вас получает все постбэки, да, сравнивает ожидаемый и фактический результат и переобучается в реальном времени. То есть это вам дополнительный такой, да, AI-инструмент от Мета, который на самом деле сейчас очень сильно работает. На самом деле нам же это тоже посоветовали ребята там, вот, с менторства, да, с определенной команды, потому что мы еще один тоже клиент еще в феврале данного года тестили его, ну как-то особо ничего интересного не было. И здесь поэтому важно, да, первые 1-3 дня почти всегда хуже идет, и после только 3 дней начинает у вас трафик стабилизироваться. И в целом, давайте такое некое резюме, да, когда у вас Flex будет реально помогать, то есть это Африка, Конго как раз гео подходит, да, Нигерия, Кения, что у нас еще, Танзания, мы смотрели там сводку. Это когда у нас фактически разноплатежный трафик, да, в целом идет, и разные поведения. То есть он очень хорошо в этом ключе себя показывает. Для этого у вас, конечно, должны быть ряд
Крео, как мы уже 1000 раз сейчас упомянули, да, это на этом нужно акцентировать максимальное внимание. Ну и самое важное, вот на самом деле, да, то есть Андромеда в целом дает максимально разношерстный трафик, как многие уже заметили, вчера там я один из подкастов смотрел, об этом все говорят, вот, качество трафика стало плохое, вот, сегодня дает, завтра не дает. Это в действительности так, это не только там у кого-то, это не только, точнее, также и у нас есть, но просто с этим нужно правильно работать, с этим инструментарием и корректно идти. То есть, когда Андромеда дает максимально разношерстный трафик, такую некую персонализацию на уровне креатива, как раз Flex в этот момент добивает персонализацию на уровне монетизации. По факту это идеальная связка, если вы все сделаете правильно. Мы сейчас как раз покажем, как этот гибкий формат корректно, правильно, ну, понятно, настроить и реализовать. Ну, в целом, вот как-то так, Никита, такой некий, да, некую небольшую лекцию дали, потому что этим нужно было поделиться, да, и, собственно, показать. Дальше мы это все продемонстрируем на практике на заливе. Так, да, я пока параллельно приступаю к созданию структуры, скелета самой компании. Да, то есть у нас будет CBO-шка, да, и BO-шка, все на Конго, плюс у нас там еще ряд, кстати, офферов завелся на это Гео и на ряд, на ряд других африканских стран. По факту очень много, на самом деле, хороших офферов, и самое, что важное, хватает на всех аукционах, потому что очень много ребят проливает. Также, ребят, поделимся чем? С языками, да, мы потом, наверное, что-нибудь из офферов тоже подберем, как-нибудь в каком-нибудь из роликов покажем. С языками сейчас очень сильная история отрабатывает, максимально роя перекрывает. Место получения сверху только сайт, у тебя 2 цели стоит. Да, я просто хотел сказать, какие моменты. Давай. У нас, мы для этого ролика пропустили этап тестирования креатива, да, чтобы этот ролик еще не растягивать на 1-2 дня. Да, потому здесь настройка атрибуции будет изначально 7.1.1. Ну и тот же самый гибкий формат Flexible лучше уже запускать, когда у вас есть на руках, да, там, те креативы, те подходы, которые вы точно знаете, приносят результат. Да, то есть после тестирования креативов. Так, 7.1.1. То есть по критериям, друзья, запуска уже так вскользь пробегаем. Все на самом деле дефолт, ну да, новые сутки, атрибуция 7.1.1, покупка, ценность конверсии, да, окно оптимизации, точнее покупка, все по дефолту, никаких там экспериментов здесь нету. Гео, Республика Конго, да, ну и Антарктика, в принципе, для фич прохождения модерации. Можно, кстати, на самом деле сейчас уже некоторые дни там и без нее запускаться, но, как видите, мы не убираем такие, да, фичи, лайфхаки, чтобы не было никаких сторонних сюрпризов. Да, причем хотим сказать, что у нас и капа расширилась довольно сильно, и качество трафика реклам нравится, да, и на выходе ставку нам еще апают. Поэтому залетайте в нашу партнерку, промокод, хотел сказать, ссылка или Generals.com в описании, да, можете регаться и использовать всю эту историю. Также хотелось бы дополнить, собственно, ADS Card сервис, да, который мы стали использовать, мы попозже там его еще где-нибудь ставим, покажем обязательно, расскажем в целом, в общем, как пользоваться, но пока вот мы перешли на них, максимально корректно все отрабатывает, карты выпускаются, трудностей нету. Так, давай, Никита. Угу. Да, я предлагаю сразу начать тогда с гибкого формата. Угу. Как он включается, как он настраивается. На уровне уже объявления, да, где у нас можно выбрать формат, мы выбираем гибкий формат. Он сейчас не запрыгнул. Вот, гибкий формат. И фанку Каким образом еще он... Фанку еще выбери. И сейчас доделаешь. Фанку какую-нибудь там поставь. Идеально. Сейчас. Да, супер. Неважно, сейчас давайте выберем что-то. Ну да, криво потом подгрузишь. В разнобой. Да, криво потом подгрузишь. Суть в чем? Да, что внутри одного объявления вы можете выбрать сразу ряд креативов. Это чем-то похоже на ту же самую генерацию от Фейсбука, но в чем отличие? Facebook сам генерирует вам подобные креативы, да, подобные креативы тому, что вы загрузили уже сам Facebook, что вы выбрали. Здесь вы можете добавить внутрь одного объявления самые разносторонние креативы, да, которые будут у вас отрабатывать по-разному. По текстам что-то потом тоже нагенерируешь, да, в целом, в общем, кнопку выберешь. Да, текста, параметры, это я все дозаполню. Вот, может, там покажем готовую компанию.
Да. Сервис мы будем по Partners использовать по классике, друзья. Сейчас на нем прям максимально хороший конверт, хороший EPC показывается, поэтому потестируйте, посмотрите. Все, кто спрашивает, да, что мы в комментариях, какие мы видео, сервисы используем, да, с чем работаем. В принципе, Antic-Vision, ADS карт, сейчас карточки, аккаунты, да, там есть наш шоп тоже, в принципе, все можете приобрести, и фанку, там, и РКшки, и так далее, и так далее. Сейчас мы будем шоп тоже апдейтить, да, новой жизнью заводить. И криосы также можете у нас, в принципе, заказывать, ссылка также есть в описании. И по факту сервис PV Partners, как я уже сказал. Прокся у нас Mobile Proxy юзается. В целом, в общем, максимально стабильно тоже себя показывает. Ссылка на прокси, кто еще тоже ищет, там в моменте спрашивает, да, тоже есть в описании. В целом, в общем, мы стараемся всегда все оставлять у вас под видео, да, поэтому забирайте, используйте. Там есть какие-то плюшки по промокоду по нашему Lead Generals, поэтому можете смело писать в саппорт там, того или иного сервиса и задавать вопросы. Так, что тут нагенерил? Ты сразу и компашку задубил. Я уже сделал просто структуру, да, чтобы было наглядно. Да, расскажи. Словами проговорю тоже, да. Вот компанию с гибким форматом, да, с флексом будем запускать по схеме 1.5.1. Не особо имеет смысл, если вы запускаете гибкий формат, запихивать несколько объявлений внутрь адсета, да, потому что они у вас будут просто максимально идентичные. Вот, поэтому схема запуска 1.5.1, да, можно там 1.7 запускать, один тоже, но тут главное не переборщить с количеством адсетов. А обычную CBO-шку мы будем запускать с вами по схеме 1.3.5. Кайф. Смысл у этого всего похожий, да, то есть точно так же внутри адсета будут 5 разносторонних креативов, которые будет по-разному отрабатывать на полученную, выборку аудитории. Вот, на практике увидим, да, отличаются ли метрики, отличаются ли показатели и насколько они могут отличаться у вас. Согласен. В целом, в общем, будет у нас 2 кабинета по 2 компании, да? Итого. Да. Всего 4 компании будет. Да, давай еще сразу так для такого мануальчика для ребят, какой мы бюджет поставим. Бюджет поставим на уровне компании, да, CBO-шку. Мы поставим 3 CPA выплаты. Окей, все. А на IBO-шку еще раз? А мы запустим и там CBO-шку. Для чего это сделаем сразу? Тут тоже объясню, чтобы было проще на этапе масштабирования. Окей. Да, если у нас будет IBO-шка, то, соответственно, бюджет только внутри адсета у нас будет распределяться, да, там на определенные объявления. Если у нас бюджет на уровне компании, да, то просто бюджет с других объявлений, например, некорректных или с других адсетов, просто дополнительно будет переноситься на корректное объявление. Окей. Для большего апа. Может быть, все-таки сделаем... Сколько у тебя там креативов плюс-минус в количестве будет? Вот так. 5 возьмем уже сразу корректно креативов. Которые ты генерил, да. Может быть, все-таки сделаем еще IBO-шную компанию, заодно ее посмотрим с небольшим баджем и покажем, как IBO-шку еще масштабить, потому что многим, я еще думаю, будет комфортно по IBO поработать. Я бы дозалил все-таки третью компашку там с половиной, допустим, CPA-ки, поставил бы 1.5.1, потому что тоже есть некие такие рекомендации. Давай сделаем еще IBO-шку 1.5.1 просто. И там, и там. Давай. Смотри, что делать. Задублируй просто. Все. Задублируй просто любую компашку. Я предлагаю тогда просто, чтобы у нас всего будет тогда 4 компании, 2 тогда пусть будут на CBO, 2 будут тогда на IBO. Давай. Будет прям эталонно. Касаемо бюджета, да, тогда? Да, здесь можно поставить, давай, одну вторую CPA, какой-нибудь такой вот к нему. С маленького баджа начнем, будем потихонечку эту историю дальше там разгонять в разрезе суток, покажем, как получать прибыль, да, как выкручивать бюджет. В общем, все эти нюансы продемонстрируем обязательно. Скинешь, Никита, тоже ссылку, будем в моменте с тобой там подключаться, там между звонками, да, находить моменты по ведению, какие-то важные, интересные, и всю эту историю демонстрировать. Никит, у нас с тобой сегодня уже вечер, с утра мы запустили компании, поехали, поделимся, что у нас идет, мы такие воодушевленные, на самом деле, звонки идут нон-стопом сегодня, как мы, в принципе, с утра и говорили, да, не выходя просто, мне кажется, от компьютера, ведем мы компании и делаем грязь. Давай, показывай, что у нас есть по результату. Да. Напоминаю, что мы сделали. Мы запустили по 2 компании на кабинете, запустили Flex компанию, давай ее так называть, и обычную вот эту схему по типу 1.3.5. Так. Да, там CBO-шку и ABO-шку. Да, что важно, мы запустили и так, чтобы в сравнении увидеть, да, что симпатичнее отрабатывает, что лучше отрабатывает. Вот, и делать выводы. Один из кабинетов сегодня подфризился, да, вот данный кабинет, поэтому на нем
фонда не так много, и по Ну, отбивкам он в целом затормаживает. даже бог с ним. Спенда не столь много, мы ничего особо тут не отключали, потому что он фризился. Даже если посмотреть, друзья, ценность результатов, вот я вот просто такую некие рекомендацию дам. Сегодня просто сейчас вот последний звонок выходил, и ребята говорят: Андрей, у вас там так прикольно, там типа Никита, Леша, так вы все прикольно ведете, и все по-честному, и ролики показываете на ютубе. Вот, ребят, смотрите, мы как бы реально показываем все без монтажа, сама суть даже в другом. Мы вам даже показываем ценность результатов, потому что вот есть такие ребятки, назовем, не будем имена указывать, которые не показывают эту историю и могут преподносить одно гео за другое. Ну, типа, льют образно Африку, а говорят, что у нас депозиты по $7 по Турции. Такое мы тоже встречали. Но мы кажем вам все, по сути, открыто. Я всегда стараюсь даже заходить когда там один снимаю, да, заходить в группы WhatsApp объявлений, показывать результаты. Но по факту, короче, у нас максимально рабочая открытая стратегия. Мы максимально с вами открыты. Ладно, окей. Давай другой кап. Момент, который хотел бы тоже проговорить, особое внимание обратите на CTR. И в компании с Flex, да, где обошка и где CBOшка, одни и те же креативы, да, я думаю, можно это проговорить, ну, то есть там суть такая, что одна пачка креативов, но CTR здесь отличается, да, в несколько раз на Flex и на обычной, давайте так скажем, схеме запуска с несколькими объявлениями внутри ацета. Поэтому обязательно, когда вы что-то запускаете, тестируйте разные способы, да, сравнивайте. Факт, но я сейчас важно, тоже заметил, да. Одного запуска недостаточно для корректных результатов. Потому что если мы прыгнем во второй кабинет, да, который уже выглядит симпатичнее, в разы. Просто мы сходу смотрим на CTR, на CTR, и он здесь. Важно это тоже повторить, что мы сейчас смотрим на уровне ацетов. Да, то есть там внутри есть объявление. Это, по сути, среднее показатель, да, там по энному количеству объявлений. Кайф, вообще сильно, да. CTR 371, клики, да, там 3 цента, лиды по 27 центов, регистрации 59 центов, депозиты, да, $38. Не, ну компания Что просто... Смотрите, вот я одно что скажу, как бы это даже было, наверное, отчасти и такая моя некая проблема в формате того, что у нас плохое было восприятие Африки, да, что имеется в виду? Ну, типа там, вот, маленькие ставочки и так далее, и так далее. Понятно, мы сейчас для вас показываем это на старте с небольшим бюджетом. Ну, вот просто вдумайтесь, если в эти компании... Мы сейчас, наверное, это и сделаем, да, с Никитой? Компании будете разгонять. Изначально даже проверенные крео будете запускать гораздо с большим бюджетом. И я к чему, на что обратить внимание? На spend и на revenue, то есть столбик ценности результатов. Какие в процентном соотношении роя, чего многие любят, да, смотреть. То есть у нас с вами ROI 500% здесь. Это вот чтобы было понимание. Это как бы там не сказка, это реальные показатели, это такой бездонный гео, с которым можно работать. Друзья, и эта ставка еще по 7 бачей считается. У нас уже она фактически запрулена выше, ее нам послезавтра апнут. Хотите залетать с нами на данные продукты, ссылка или Generals в описании, заходите, пожалуйста, друзья, welcome. И это как и для новичков полезно, так и для опытных вебов. Помимо всего, параллельно, да, Никит, можно подпалить, как у ряда ребят идет Турция на один из определенных продуктов, да, который у нас появился тоже на эксклюзиве, на самом деле. Вот в данном кабинете Flexible уже, Flex, отработал уже в разы симпатичнее, да, причем симпатичнее, я бы даже сказал, чем обычная схема запуска, да, с энным количеством объявлений. По кабинетам у нас с тобой, секунду, прям перебью, у нас с тобой они были все минусовые или какой-то, по-моему, был плюсовой? Я просто уже сейчас, вот только после звонка к Никите тоже прибежал. Никита уже на следующий должен идти, но минусовые, все окей, ладно. Оба минусовые. Да, все хорошо. То есть, ребят, опять же, хотя таймзоны час разницы есть, но это не серьезный такой, да, параметр. По факту здесь я просто на что бы обратил внимание, то что кабинеты также разнятся. Друзья, когда вы тестируете различные подходы, обязательно тестируйте их на ряде кабинетов. Еще плюс-минус очень сильно сегментируйте таймзоны. Это в действительности будет очень важно. Да, давай да. Про масштаб. Перейдем к самому интересному, я думаю. Да. Перейдем к выкруту бюджета. В рамках дня, еще сегодня, думаю, покажем тоже результаты. Как-то день будет закрываться по кабинету. Я бы тут выкручивал уже бюджет агрессивно. Да, есть большой запас по роям, давайте так назовем. Да, тут выплата $7, депозиты выкупаются по 52 цента по доллару. Да, то есть их можно вообще при выкруте бюджета на апнутом держать там как минимум процентов до 70-80 от CPI выплаты, да, давай до $5,5-6. Да, то есть у нас здесь запас на каждом отсете, причем даже не объявление, да, там в районе $20-30. То есть этого хватит и чтобы бюджет Facebook стабилизировался по метрикам, да, и чтобы он начал подкидывать уже метрики сами корректные. Важное замечание, это Африка.
да, где еще большая часть в процентаже долетов по депозитам. Долет это раз, и на самом деле, вот если проецировать так немножечко углубиться, то минусовой кап начинает больше себя раскачивать как раз-таки вот, ну, с проекцией на наше время, там у нас GMT плюс 3, с проекцией на наше время как раз-таки вечерней. То есть сейчас вот на самом деле будет более конвертной составляющей. То есть как раз-таки вот для повышения бюджета на зацепах я бы рекомендовал на минусовых кабах делать это как раз-таки вечернее время. Ну, с вечерней на проекции. Каждый из вас, зрителей, да, может находиться в различной таймзоне, но если брать на минусовой кап с проекцией там на плюс третью таймзону, то я бы это делал в районе 7-8 вечера. Это вот как рекомендации тоже, такой некий лайфхак, и я бы рекомендовал этим воспользоваться на самом деле. Давай сделаем какое-то адекватное повышение, типа, ладно, не будем там, ну, давай, сделай. Мы посмотрим, не будем там жестить, просто покажем, как мы это ведем. Бог с ним, давай, как тебе рука? Я даже не буду вмешиваться. Да, у нас здесь CBO-шка и обошка. Внутри обошки, давайте так, я бы выключил ее более корректно, да, долларов до 70. Давайте даже вот так сделаем. Да, там не супер агрессивный. Да, можно и 6 6 позволить, да. Так, ну, просто сделали с вами 10 от CPI выплаты, да, 10x на CPI выплату. Повысили. Кстати, там что-то там долетело, смотрю я уже. О, еще, кстати, 2 FTD. Давай подпалим, я сейчас подпалю. Да, причем 2 реальных FTD. Сейчас я сотру, ну пофиг, нечего стирать. Короче, не знаю, как показать. Сейчас я. Ой, ну да, 2 долетело. Давайте, друзья, вот так. Сейчас я в свою камеру покажу. Здесь видно. Секунду. Я подпалил, Никит, прям с FTD чата. Это вот время, смотрите. Видите время какое там. Сейчас я секундочку, так вот, чтобы было видно. Да. Время видите на экране. Вот еще 2 FTD долетело. Знаешь, какой кабинет? 768? Не вижу. Тут нам не видно с тобой. Какой-то кап. Это вот этот. Короче, один депозит во Flex долетел, другой, кстати, в другой кабинет. Один в один кабинет, другой в другой. Один в CBO-шку, другой тоже в CBO-шку. Кстати, оба в CBO-шку долетели. Спасибо большое. Еще тогда CBO-шку я бы апнул поагрессивнее. Сама судьба нам говорит, да, сам Facebook говорит, что, ребята, так. Здесь, друзья, вот прям лютые пруфы, все на ваших глазах. Я не знаю, мы можем там зафиксировать, давайте скринчик там еще потом сделаем. Ну, время, короче, в моем экране, и вот, собственно, депозиты. Вот так вот давайте, чтобы вам было видно. Да, CBO-шку я бы выкрутил в более агрессивной, да, манере X20 CPI выплаты, но за ней нужно будет, да, периодически поглядывать более внимательно. Да, чтобы там... Мы давай сделаем так, чтобы юзерам вебом, да, было более это восприимчивое понимание к восприятию всей информации. Поэтому, ну, поставим что такое реальное, давай. Потом, мы, понятно, можем вообще и полторашку на смеле выкрутить. Но Никита больше у нас как там тоже руководитель, там ряда отделов сейчас занимается, мы там тоже загружены, там ряде звонков. Мы там не будем, скажем так, следить за этими компаниями, это чисто вам для контента, на самом деле, делается. У нас веб-мастера там гораздо выше всю эту историю выкручивают. Поэтому, не знаю, давай поставим какой-нибудь такой. Смотри, какой комфортный бюджет. Хочешь, давай 150 бачей, лупанем. Я там тоже подстрахую, послежу. Ну, посмотрим. Хочу. Давай, ну, поехали тогда делаем. Хочу. Ничего страшного. Опять-таки, запас большой. На данном кабинете, да, опять-таки, что CBO-шка, что обошка плюс-минус пошли одинаково, плюс-минус. Но вот я сейчас смотрю по стоимости, да, результата, обошка подешевле, да, практически в 2 раза. Ну, посмотрим сейчас через энное количество времени, сейчас как все побольше устаканится, какая будет картина. Окей. Ну, я считаю, кайф. Можно будет там позже, возможно, если будет у нас там силы, еще что-то зарелизить. Либо мы там уже завтра с утра перед обновлением покажем, что из этого получилось, да, и поделимся также результатами. Очередное у нас включение, да, 18 декабря, четверг, утро. Давай, Никит, покажем, что у нас получилось после выкрута, как там статка, и немножечко еще пару слов добавим, и думаю, будет потом следующее включение. Да, что мы сделали, еще раз напомню, хотя склейка была, мы выкрутили бюджет на некоторых компаниях, да, перед сном. В ночь оставили там часть корректных объявлений, да, часть корректных отсетов, вот часть отключали. Так, по картине. Первый кабинет, который, кстати, шел изначально не очень, да, который подфризило. Наверное, сейчас вот такая картина. Ну, часть депозитов долетала. Посмотрим, как с новых суток он пойдет, а там уже примем решение, да, стоит ли это как-то масштабировать и как. Ну самое главное. И я думаю, можно будет вот эти вот вернуть, да, объявки 2, 3-ю, 4-ю флекс. Да. А это вот за ночь долетело. Да, ну здесь в целом... Говори.
Второй кабинет фаворит, да, который мы выкручивали по бюджету. Выкручивали и бюджет на уровне ацета, Мгм. да, вот там до $70 апали, и выкручивали CBO-шку. Мгм. То есть даже прям отдельно в CBO-шку провалимся, которую мы до $150 выкручивали. Немножко цена депозита подувеличивалась, да, Мгм. цена за результат. Но с чем это еще связано? С тем, что мы в ночь оставили эти объявления с апнутым бюджетом. Мгм. Да, что понятно, что на цену это и там на часть конверсий повлияет. Да в целом, на самом деле, в целом нет, еще будет в любом случае доходимость. Здесь как бы тоже нужно всем такую рекомендацию дадим, читать доходимость трафика. Я более чем уверен, сюда долетит. В целом компания осталась плюсовой. Это, короче, хорошая маржинальность в любом случае относительно ставки, даже той, которая сейчас есть. Я там не говорю про та, которая будет апнута. Это раз. А второй момент, при увеличении бюджета всегда, конечно, маржа будет чуть съедаться. И тут за счет объема как раз-таки больший профит забирается. То есть это классика, к этому тоже нужно быть реагировать. Никогда, ну, привыкать, да, никогда не будет такого, что вы, повысив бюджет, оставите там такую же минимальную стоимость депозита. Если вы хотите там, да, скажем так, скрупулезно работать, то тогда больше кабов держите и с кучей разных креативов на маленьком бюджете, тогда маржу удастся держать. Это тоже такая вот некая рекомендация, кто спрашивает, бывает, а как больше роя держать? Да тогда на маленьком бюджете более дотошно спендить. На выкруте всегда будут некие такие, да, повышения немного маржи, но вы будете за счет объема забирать больший профит. Это как бы просто текущие реалии, скажем так, если ничего такого нет. Да. По Да, бюджету возвращать перед новыми сутками бюджет обратно не будем. Почему? Потому что достаточно симпатично компании зацепились, да, даже так, не то, что зацепились, а сохранили, да, да, да. корректные результаты даже при апе бюджета. И сейчас просто, чтобы не сбивать лишний раз нам оптимизацию, не мучить эти ацеты, оставим их с этим же бюджетом, да, там, то, что было отключено, да, включим с новых суток. Вот, и пусть продолжают наши ацеты оптимизироваться, да, дообучаться. Как раз посмотрим, я где-то наткнулся, не знаю где, да, там говорят, Африка там только первый день корректно Да, отливается, это в чате, да, дальше она там, в чате написали ерунду, да. дальше идет она на спад. Это вот сейчас просто даже прыгнем в э, компанию ученика, просто в одну из компаний Мгм, ученика, мгм, и прям по дням по ней пройдемся. Это даже там не моя компания, да, не компания там байеров, мгм. просто компания прям такого уже ученика. Да, в рамках первого дня, в рамках второго дня компания как отливалась, в рамках третьего дня. Ну да, кстати, стабильненько. Да, вот за... Кстати, можешь, знаешь, как сделать? Сделай скринчик этой компашки, кстати. По дням сделаем. Мы сейчас в чат заодно покажем. Друзья, кто на наш чат практически арбитраж не подписанный, канал в том числе. Все ссылочки в описании, подпишитесь. У нас там очень много таких, скажем, хороших мастеров накопилось. Уже более там 3500 только в чате. И на канале там более уже 5500 подписчиков. Поэтому залетайте. Там полезная информация, публикуем также хорошую информацию, сервисы, акции различные и так далее, информацию какую-то по ведению. Это тоже вам будет дополнительной такой полезной информацией, да, по которой можно тоже пользоваться. Окей, тогда мы опять ставим с Да, тобой. скриншоты сделаю. Да. Сделаю. Все, тогда дальше эту компанию ведем, да, и немножечко так анонсируем, потом покажем, да, Турция. Вот, ребята, у нас сейчас как раз клиенты ведут Турцию, да, то же самое, сами начали вести, за ночь у них там получилось, ну, нормально, там депозит, порядка, наверное, 12, в районе 20-30 долларов выкуп депозита, причем это слоты, и это именно все по той же методике, как вот Никита на менторстве рассказывает, касаемо генерации креативов, да, и ровно такие же кревы, в принципе, здесь используем, то есть это кревы полностью загенерены, это полностью статика, и вот они очень крутейше зацепились. И параллельно у нас тоже еще один клиент с менторства, Андрей Датеско, он тоже в целом компанию там в плюс провел, мы потом кабинет тоже подпалим, ну, без креативов, естественно. Криво он вообще со спая достал. Там Sweet Bonanza, тоже статика, со спая, все на POA Partners запущено, поэтому, друзья, еще многие спрашивают, почему такой конверт, друзья, затестируйте POA Partners, еще раз говорю, ссылка в описании на сервис, и будет вам, как бы, скажем, более интересные показатели, нежели на каком-то там, скажем так, скаке, уж не будем кого-то кидать, да, камнем в огород, но все-таки, то есть всегда тестируйте, проверяйте сервисы, меняйте расходку, меняйте также аккаунты тоже очень сильно, на самом деле, роляют на зацепы и сама методология ведения и запуска. Мы дальше с Никитой покажем последующие, да, моменты ведения с компанией и более подробно еще разберем и затронем, наверное, так, вбросим к следующему ролику про Турцию. Турцию, я думаю, мы тоже как раз-таки уже дозапустим, там, скорее всего, на выходные, ну, в общем, решим чуть дальше. Еще нужно нам данный ролик для вас зарелизить и показать, что несколько дней компания живет, держится и, собственно, с ней все прекрасно. Как-то так. Пока на этом паузу, да, и чуть дальше позже Good. включимся. Да. Очередное, да, опять включение.
Да, наступили новые сутки по обоим кабинетам. Немножко, ну не немножко, видоизменилась аудитория. Facebook перебирает, да, перебирает аудиторию. Сегодня подкидывает одну, завтра подкидывает другую. Мгм. Вследствие чего у вас может изменяться в рамках дня CTR. Да, вот, например, он сегодня подпросел на данном кабинете в сравнении со вчерашним днем, Мгм. и кабинет пока что все еще разгоняется. Мы, кстати, здесь ничего не выкручивали, это как раз-таки этот кабинет. Второй кабинет показывает себя симпатичнее. Да? Вот мы только что за кадром говорили, что там еще депозиты упали, но они пока что не отбились. Ну да, 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 да. Мы можем, я могу опять подпалить, без палева подпалить, как говорится. Такая тавтология немножечко, да. Мы обязательно все это зарезюмируем, я думаю, ну, финально, в смысле полный вам инструктажом. Здесь просто хочется показать фрагменты, что и как делается. Возможно, где-то там, не знаю, бюджет можно будет подувеличить. Ну, в общем, то есть, как это все правильно масштабировать. Мы, наверное, такую некую стратегию, ну, в общем, я подпалю сейчас так вот, видно, не знаю, не видно. Ну, короче, вот видно, вот времечко, смотрите, да, вот так вот, наверное, видно время, депозитики еще там идут, и время видно, которое на экране. Это вот сейчас текущие реалии, друзья, просто еще не отбились. Так, окей. Угу. Да, да, тут мы ничего не редактировали больше по бюджету, как вчера выкрутили, что АЦЭТ, что CBO-шку, да, больше ничего не корректировали, ничего не меняли. Можем даже посмотреть, как это выглядит за максимум, да, здесь. Э, Напоминаю, что это Африка, да, где очень много долетов по гео, очень много долетов. То есть здесь еще картина по ректу депу стабилизируется, да, достаточно сильно. Да, там, ну, по крайней Ну мере, да, потому что да. я прикидываю, да, депозитов там 15-20, это еще долетит, отталкиваясь просто от количества регистраций. Бесспорно, мы обязательно это все как бы зафиналим, вам покажем total результат, сделаем столбик ценность результатов, можешь его сразу добавить, чтобы там никто не думал, что мы что-то там фотошопим, подкручиваем, подмешиваем и так далее, да. И зафиналим еще, знаете, чем завтра? Мы вам точно обнародуем Турцию, да, которая сейчас есть, она максимально круто конвертит, друзья, там, ну, давайте так, на слотах депозит выходит от 20 до 30 долларов. Мы, наверное, следующий ролик как раз там с Никитой начнем писать, там, не знаю, в пятницу, в субботу, может быть, как раз таки зафиналим завтра текущий ролик, быстро запустим турков. Возможно, и так сделаем. Ну, в общем, есть крутейший продукт, который только есть в нашей партнерке, пока эксклюзивно. Сегодня мы расширили по нему еще капу, расширили ставку. Ну, в общем, это просто в партнерочку залетайте. И потом еще подзапалим до отзыва свежий. Сегодня нам как раз одна команда, которая вот Турцию начала именно этот продукт проливать. Ихний там руководитель сказал, что таких менторских продуктов, да, он за все время ни разу не видел. И мы действительно, друзья, работаем на практике, и акцентируем внимание именно вот на практичной работе, потому что как бы болтать можно много о чем, но, то есть, элементарно сейчас крутейшая методика по креативам есть, да, там, я не постесняюсь сказать, там, да, Никитой разработанная. По факту он внедряет ее клиентам, внедряет там нашим байерам. Мы сейчас там привлекли еще инвестиции. Ну, в общем, у нас достаточно там сейчас такой под конец года бурный ритм пошел. В моменте была какая-то такая немного просадка, ну, как и у всех, наверное, да. Но сейчас мы ее начинаем разгонять довольно так обширно и сильно. Да, здесь в целом, в общем, все видно по ценности результатов. Да, ставка у нас на самом деле будет завтра уже апнута. На самом деле она уже согласована, просто с пятницы поставят. Поэтому мы чуть-чуть даже себе дороже позволяем выкупать депозит. В любом случае, да, залетайте в нашу ПП, наши менеджеры подберут всю эту историю. Все сервисы также, как говорится, есть в описании. И, ну, не знаю, по масштабированию будем что-либо делать, или пока оставим все так, не будем что-то трогать, дергать. Все оставим так, да, пусть продолжает это оптимизироваться. Я так думаю, даже после того, как ролик выйдет, у нас эти компании просто будут там на заднем плане крутиться, Да, и периодически мы будем будем их периодически показывать. поглядывать. Хороший пример, да, абсолютно. Депозитов 20-30, да, по чуть-чуть они будут давать дейли. Да, там даже до 40, Абсолютно. я думаю, дойдут, дооптимизируются. Да, полностью согласен. Реги вот еще долетают. Хорошо, тогда мы пока ставим паузу, да, будем дальше еще ролик это дописывать. Завтра он в пятницу, друзья, вы его увидите на нашем канале. Итак, да, в финале 19 декабря, пятница, да, 8 утра. Будем как дневник вести. Давай, Никита, что у нас получилось на сегодняшнее утро? Мы вчера маленько еще подвыкрутили бюджет. Перед сном уже этот момент не стали записывать. Давай покажем, что у нас есть на сегодня. Да, да, начнем с первого кабинета. Угу. В Так. тотале картинка получилась подобного формата. Симпатичная картинка. Тут, опять-таки, напоминаю, базовая выплата, да, 7 баксов, больше, чем 100 роя здесь закрылось. Запускали две компании, даже сейчас интересно стало посмотреть, CBO, ABO. Угу. Ну вот в данном случае CBO симпатичнее, да, отработала даже, чем
Flex, даже чем обошка. И переходим к самой интересной, к самой жаркой, наверное, компашке. Угу. Да, она там пошла посимпатичнее. Опять промежуток времени 17-18 декабря, да, получается, вчера, через час новые сутки. Вот здесь картина закрылась посимпатичнее. Стоимость депозита подороже вышла, да, в районе там под $5. Но с чем это связано? Бюджет выкрутили достаточно еще поагрессивнее. Угу. Да, подняли бюджет на Да, друзья, оценки до $150. да, мы начинали с 3,99, посмотрите, как мы его подапнули, на самом деле. Метрики в целом не рухнули, здесь еще будет доходимость трафика, то есть, как бы, всегда смотрите в дальнейшем доходимость, и даже при таком выкруте обратили бы внимание на CTR, да, CTR в тотале 2,82 получилось, что, собственно, говорит о качестве Creo, который, еще раз повторяю, сделаны полностью через нейронку. Кто еще предыдущие наши, там, 2-3 видео с Никитой не смотрели, посмотрите, там как раз Никита более подробно рассказывал, как генерить Creo. Сейчас у нас все клиенты на менторстве различные гео начали качать именно через нейронку, то есть они даже не пользуются тоже услугами дизайнеров, полностью всю эту историю сами релизят, делают промпты, пишут, кому-то тяжелее дается, кому-то легче, но мы такой взяли, да, формат некого наставление, да, что даем как раз-таки понимание, как это делать, даем возможность самим подумать, покреативить, и у большинства, собственно, как раз-таки это выходит. Мы потом в конце еще отзывы покажем, последние 5, за которые за неделю появились по менторству, поэтому, друзья, кому интересно, залетайте к нам, еще на декабрь можете забрать места, да, ну и на январь, соответственно, тоже врываться. Да, давай, Никита, за финаль. Рекомендации, да, что у нас как тут получилось? Да, да. Интересно, кстати, я хотел тоже подметить, что тут тоже, смотри, CBOшка посимпатичнее отработала. Здесь вообще бюджет выкрутили в моменте до 450, да, долларов, Угу. что там равняется около 60, да, CPI выплат. Угу. Вчера, давайте посмотрим просто за вчера, и сейчас будем так постепенно итоги подводить по этим компашкам. Скажи, Подстопные давай моменты. вот так вот для момента. Знаешь, какой важный момент для всех будет? Почему они стопнуты? Давай вот так еще начнем. Мгм. В определенный момент, когда уже понял, что следить за компашками я не смогу, а бюджет уже выкручен агрессивно, Угу. да, принял решение подстопнуть эти просто ацеты, подстопнуть компашки, чтобы просто не съесть все роя, да, не съесть всю прибыль, потому что на более агрессивных бюджетах более рискованно, скажем так, крутить Совершенно верно. рекламу. Здесь нужно уже быть более осторожным, да, более внимательным и анализировать, понимать, вы сможете, не сможете это все проконтролировать. Поэтому здесь я решил перестраховаться, но там с новых суток они снова там пойдут в открут. Да, то есть эти компании мы дальше однозначно польем, они у нас работают, приносят прибыль, мы их однозначно ставим дальше крутить, будем более ярым, как вот с Никитой в предыдущей, да, части отрывки говорили, то, что мы будем нет-нет о них напоминать. Мы как сегодня уже с утра посмеялись, сейчас следующий ролик уже начнем писать скоро, там не сегодня, завтра, с запуском на Турцию, как раз подготовим Крeo, потому что Турция сейчас нереально, друзья, валит, там такие же крутейшие роя, именно по крутейшему офферу. Ну, в общем, все в нашей партнерке, кому интересно, General.com, ссылка также есть в описании, залетайте. Окей. Да, и на 60 депозитов, кстати, эту Африку, получается, ко второму дню уже вывели. Угу. Сильно. Да, при том, что там капа у нас достаточно сейчас большая. Вот сегодня будем, да, обсуждать как раз пятницу, завершающий день рабочей недели. Будем обсуждать повышение. Давай, какие такие рекомендации дадим для ребят? Обращайте внимание на креативы. Угу. Они решают, скажем так. Обращайте внимание на корректное ведение ацетов компаний. Если вы видите просадку в одну из метрик, да, конверт, в клики, в лиды, в регистрации, в депозиты, садитесь, анализируйте воронку, что может отталкивать пользователя. Да, быть может, совсем не тот посыл вы кидаете в креативе или в воронке, у вас совсем не то, что нужно, да, пользователь попадает на продукт, и он либо не хочет, либо не может, соответственно, регистрироваться, либо вносить депозит. А дальше уже раскручиваете эти темы. Если не хочет, да, почему, что могло стать причиной. Если не может, да, то тоже почему, какие могут быть причины. Да, совершенно верно. То здесь как раз-таки вот то, что мы, опять же, разбираем в данном менторстве, мы полностью затрагиваем построение воронки. Друзья, вот сейчас многие команды, там, кто к нам тоже приходит, да, геймбловые, именитые команды в моменте, все акцентируют внимание, что вот тяжелый месяц, тяжело запускать, тяжело выводить компанию в плюс, да ни черта подобного. Мы, на самом деле, вчера вот еще инвестиции привлекли, да, в байинг там еще больше, то есть будем сейчас разгонять. То есть достаточно много
таких положительных тенденций за счет чего? За счет того, что мы не шаблонны, мы максимально подстраиваемся под динамику Фейсбука, да, видоизменяем наши подходы, делаем различные запуски. Здесь в целом общем такой, да, вот данный сетап, как раз вот мы сегодня такую некую статейку тоже с Никитой там зарезюмировали, обсудили с утра, то, что сейчас на самом деле вот этот сетап, да, данный формат 1.3, на самом деле он является таким, да, по которому вы можете компанию там, да, не обязательно крутить 24/7, вы ее можете в моменте там подстопнуть, да, как вот сейчас Никита, допустим, сделал, и если вы понимаете, что она там будет бесконтрольна, и в моменте сейчас вы не сможете за ней следить, либо у вас нету саппортов и так далее, то, конечно же, нужно эту историю подостановить, и завтра, то есть сегодня, там, через 3 часа, да, новые сутки данного кабинета начнутся, можно всю эту историю включить и вновь дальше также вести. То есть здесь не нужно мониторить 24/7 и не нужно просто так бездумно оставлять эту компанию. Она работает в долгую, такой сетап, да, вот, который мы вам показали. Нет каких-то перекрутов, и она очень хорошо масштабится апами. То есть то, что вот Никита опять же делал. То есть если мы видим, что зацеп у нас есть, мы в нем уверены, Крео хорошо конвертит, хороший CTR показывает. То есть изначально смотрим на CTR, дальше смотрим на клики. Если все метрики переходят в лид, в регу, ну естественно потом в депозит, то здесь можно в рамках суток подапывать, да, повышать бюджет. И в моменте даже этот ап, как мы показали после повышения первых суток, отрабатывал и на вторые дни, то есть даже без какого-либо стопа. Мы опять же вернемся к тому моменту, что кто-то там писал в чате, да, то, что вот там Африка на какой день съедается, там все идет плохо, вот вам, пожалуйста, ничего не съедается, все она также конвертит, максимально хорошо себя показывает. И самое, что важно, это еще и по качеству рекла удовлетворяет. То есть в целом, в общем, это гео, который вам, как для новичков, максимально будет окей, да, с него можно начать легко набить руку. Но в то же время мы, опять же, повторюсь, в следующем ролике, друзья, тоже не пропустите, мы на следующей неделе его там в понедельник, думаю, даже уже выпустим, да, по стандартному дню. Вы увидите, что как работает сейчас Турция, как она конвертит, опять же, на подобного рода креативов. Мы уже с креативов, к сожалению, не будем палить, да. В действительности видим, что там многие крео потом забираются и так далее. Но мы это все показываем, рассказываем, опять же, на нашей менторской личной работе, друзья. Вот там практика, как, собственно, сейчас мы с Никитой коммуницируем, также здесь бы могли присутствовать и вы, да, то есть мы вам также бы все доносили, показывали и рассказывали. Да, наверное, данному кабинету, в принципе, все, да, я думаю, больше здесь нам нечего добавить. Давай мы с тобой покажем, да, какие, ну и смотри, если есть что добавить, добавляй, да, если нет, то можно подпалить. Отзывы, опять же, да, какие мы тут получили, собрали за предыдущую Да, по неделю. идее, ты все сказал, все корректно сказал, да? Африка прикольное дело, чтобы в него заходить. Слышал тоже фидбэк периодически, что Африка сама по себе такое бедное, нищее гео, нельзя на него там нормально проливаться, а если можно, нельзя давать качество. Это все отговорки, да, отговорки от байеров, которые не хотят вовлекаться полноценно в выстраивание воронки, вовлекаться в процесс, да, пролива. Ну, тут нужно больше включения. Это не темка, это полноценная работа. Совершенно верно, соглашусь. Со стороны может казаться, что легко, да, очень легко. По факту не тяжело, но нужно понимать, что делается и зачем делается. Ну вот мы, знаете, вы просто видели там наш график, да, всей нашей там команды, как мы просто там сейчас с нон-стопом, скажем так, сидим, если вы смотрите вот утренние включения, да, это мы за ролик уже садимся, там кофе попили, там проговорили что-то там, обсудили и садимся писать, мы встаем там в 6 утра, скажем так, ложимся там в 10-12 ночи, и то бывает там позднее. Суть в том, что да, работа в действительности максимального требует вовлечения, она высоковолатильна, высокомаржинальна, высококапитализируемый рынок, но в действительности здесь можно работать, зарабатывать, но этому нужно уделять особое внимание. Вот посмотрите, пожалуйста, какие тут были рои, да, ну, короче, то есть вы все сами видите, все прозрачно, вам живые наши кабинеты, живое гео, настраивали все при вас, поэтому здесь как бы вопросов, думаю, никаких не должно быть. Все показываем и мотивируем вас к тому, что нужно просто работать, вовлекаться в дело. Нигде, конечно, никакой халтурки, халявки нету, мы там не какие-то не темщики, да, а именно полноценная структурная компания, которая развивается с каждым годом. Мы там еще прикольные, кстати, Никита, сервисы делаем. У нас есть уже бот, друзья, который мы его зарелизим, да, сегодня, может быть, даже уже успеем. Еще Никита даже не знает, который будет шарить пиксели. Причем эти пиксели можно будет прокачивать в нашем боте, да, набивать событиями и, собственно, его использовать. Ну, в общем, мы все для вас стараемся и хотим показать. Да, давай, Никит, покажем по отзывам и разыграем с тобой по последнему видео. Да, по отзывам пройдемся. А когда у нас предыдущий ролик? По-моему, в понедельник и выходил, да? Понедельник, да, был. Понедельник два был. ролика. Да. Мы вышли все-таки на два ролика. Тоже неделю. Да, здесь команда очень такая интересная. Они пришли снутри, на самом деле. Может, кто-то их знает. Мы все-таки... И они, наверное, нас смотрят. Думаю, никто не обидится. Просто было очень приятно именно в таком формате услышать, потому что человек
руководитель данной команды, мы именно его там отрывок заскринили, он как раз-таки вообще там не верил в все эти истории. Как раз я всегда говорил, что у нас не обучение как раз-таки, да, у нас именно формат такой личной работы. И вот здесь мы как раз-таки разогнали, ребят, поставили именно, кстати, на Турцию, они не Африку начали лить, а лить Турцию, и на выходе прям крутейшие показатели сделали. Да, Турцию, дело, которое сейчас считают многие мертвым. Ошибочно, Что максимально сказать? ошибочно. Читайте. Мы вчера, да, Продолжайте читать. да, мы вчера апнули ставку раз, конверт там идет, давайте, 1 к 3 рек to деп где-то в среднем, да, по 30%, если кому-то привычнее так слышать. Платеги окей, все работает, миндеп есть, круто масштабится, круто льется, выходим на объем, получили анкап, короче. Потом все увидите, мы это запустим. Инстудеп даже интересно. Инстудеп на уровне 8 к 1, Да, средний. Да. Инстудеп на 8, ну ладно, все. Мы покажем это, да. Так. Это да, все. Все увидится. Угу. Ну да, вчера тоже прикольный это отзыв уже не с менторства, а с канала еще последний. Мы тоже тут сохраняем все для себя, тут подкидываем, накидываем. Ну, в общем, короче, максимально корректно, приятно видеть то, что ребята нам дают, какие обратные отзывы. Мы это все обязательно будем компоновать. Кому интересно, собственно, там бывает в личку пишут, ребята там спрашивают, интересуются, мы это все демонстрируем, показываем. Поэтому, кому интересно, друзья, заходите к нам. Мы дальше в следующем году, наверное, будем чуть повышать цену, потому что улучшаем, да, формат, и штат у нас растет, тот, который занимается данным продуктом и расширением. Ну, в общем, мы много фич интересных внедряем, и в целом, в общем, как бы здесь стоит максимально быстрее, да, залетать и реализовываться. То есть каждый раз, еще раз повторюсь, рынок растет, максимально становится с большим капиталом, и каждый год это только прогрессия, а регрессии или там какого-то стопа вовсе нету. Так, предлагаю тогда финалить. Давай зайдем в комменты, да, думаю, на ютубчике. Да. Да, пока переключаешь, я скажу, пошарю. да, друзья, то есть смотрите, используйте Antic-Vision, да, по нашему промику есть все фичи, сервис Power Partners, который мы юзаем, собственно, ссылка также есть в описании, по нему именно такой конверт идет, почему мы на него перешли, сейчас тотали проливы идут чисто через него у нас. Mobile Proxy, карточки ADS карт, тоже по промику, по нашему, если все скажете от нас, по промику нашему Lead General сможете воспользоваться, и там будут определенные фичи. Поэтому, друзья, залетайте, будем вас ждать. Ну, поехали. Такс. Ох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, да, если я правильно посчитал. Да, поехали. Надо уже сохранить этот сервис или свой написать. Барабанная дробь. Так. Друзья, опять вам Ну что, оставим? Так, ты нажал? Если нажал, то давай по-честному все. Нажал. Тогда первый кайф и приятный комментарий, который даже еще не успели ответить. Как раз на вытором пробежаться. Да, посмотрел за 2 пресета, 40 минут многовато для меня, вполне полезно. Благодарю. Угу. Все, кайф. Тогда давай откроем аккаунт. Смотрим. Лиз, напиши нам в личку, напиши свой тезер, ждем, живой аккаунт, все, ссылка на мой контакт в описании, есть под видео, и ты выиграл $100, поздравляем тебя с наступающим, друзья, вас всех, мы в любом случае еще с одним тут видео сейчас выйдем, да, и покажем вам, как лить Турцию именно в этом году. Я напомню, что как вот в начале там всех роликов декабрьских, ноябрьских я говорил, что с декабря по апрель, ну даже давайте так, не по апрель, с декабря по март железно включительно, потому что в марте Рамадан начинается. По Турции самый жирнейший конверт, и самое время там собирать рои. Помимо всего, в Рамадан тоже можно работать, и мы вам покажем потом, я уверен, с генерацией подобного вида крео, да, этим моментом, скажем, мы воспользуемся, покажем, как генерить хороший крео и проливать Турцию в Рамадан также в плюс, как вы это сделали в том году. В общем, думаю, видео было максимально в этот раз полезно. Пятница сегодня такой, конечно, день для выгрузки видео, но мы рискнем, и все равно это видео сегодня дропнем. Поэтому поставьте, пожалуйста, лайк, комментарий, подпишитесь на наш канал, и ждем от вас максимально комментариев, потому что за это видео тоже мы разыграем $100 в понедельник уже. Поэтому максимум активности и всем хороших, профитных выходных.